Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в работе машинка Volvo S60 и замена передних тормозных колодок. По традиции предлагаю обратиться к ВИДе. Итак, что нам говорит ВИДа? ВИДа говорит снять пружину, которая фиксирует суппорт, снять колпачки защитные и вытащить штифты, в простонародье направляющие суппорта, снять сам суппорт, снять колодки. Суппорт привязать к пружине и ни в коем случае не нажимать на педаль тормоза. Все очистить, суппорт и тормозную скобу, вдавить поршень суппорта, установить новые колодки, установить направляющие стержни и закрепить их с усилием 30 ньютонов. Поставить удерживающую пружину на суппорт и несколько раз нажав на педаль тормоза, придвинуть колодки на свое рабочее место. Все работы в данном видео будут производиться очень-очень близко к описанию из ВИДа. Единственное, что я еще сниму тормозной диск, чтобы убрать наружный бурт, который остается от колодок. Это процесс выработки самого тормозного диска. Приступим. Для того, чтобы снять тормозной диск, необходимо вначале снять тормозную скобу. К сожалению, болт, находящийся в цапфе поворотном кулаке, крепящий стойку, стоит не той стороной в этой машинке. Придется сейчас его раскрутить, поменять, мне даже не вытащить. Крепление скобы тормозной. Так что придется делать лишнюю работу. ВИДа говорит о том, что эти болты одноразовые, их надо заменить, но здесь я ВИДу ослушаюсь. Болты в идеальном состоянии. Диск уже в очень сильно удовлетворительном состоянии, такой на троечку вообще. Но на один раз его должно хватить, в последний раз. И я хочу убрать вот эти вот бурты. Для этой операции я буду использовать болгарку вот с таким лепестковым кружочком. Ну вот этого страшного бурта нету. Какие будут новые колодки по ширине? Может быть, они будут на миллиметр
шире тех, которые стояли, может уже. Но тем не менее бурт убрал, и, по крайней мере, прилегание будет максимальным. Саму поверхность я не трогаю. До самой поверхности может дотрагиваться только токарь со своим токарным станком. Так что здесь вот чуть-чуть где-то что-то вот эти получились такие вот следы. Но поверьте, поверхность я не сточил. То же самое с обратной стороны. Итак, толщина диска получилась 23,3. Значит, по допускам у нас идет 23 минималка для 15 диска. 23 минималка, и при установке новых колодок надо, чтобы была толщина 23,8. Но здесь 23,3. Ну, мы, как обычно, пренебрегаем очень многим. Но этот диск еще одну замену колодок выдержит. Дальше только замена дисков будет. Сейчас все отмываем, оттираем и ставим на место. Болтик, который удерживает диск, перед установкой закручивается с усилием 8 ньютонов. Данные болты затягиваются с усилием 100 ньютонов. Места упоров колодок я покрываю смазкой для суппортов. Также этой смазкой я покрою обратную часть колодки во избежание каких-либо скрипов. Направляющие я хорошенько почистил, они не смазываются. Так же, как не смазывается внутренняя поверхность, куда эти направляющие вставляются. Данные направляющие затягиваются с усилием 30 ньютонов.
Ну что ж, тормоза с водительской стороны обслужены, поставлены новые колодки. Другая сторона пассажирская, правая, делается аналогично. Все точно так же. И обязательно после того, как машинка выйдет после ремонта, не забываем несколько раз надавить на педаль тормоза, чтобы колодочки встали на место. И первые дни старайтесь резко не тормозить. Тормозите заранее, пока колодки не притерлись и не нашли свою рабочую поверхность, так называемую. На этом, дорогие друзья, все. Спасибо вам за то, что были со мной. Легких вам ремонтов, надежных и крепких тормозов. Всего хорошего. До новых встреч.